53 года. Именно столько человечество ждало этого момента. И когда он наступил, за него пришлось заплатить 6 минутами абсолютного ужаса, 5000 градусов по Фаренгейту и тишиной в центре управления полетами, от которой у 300 инженеров останавливалось сердце. 11 апреля 2026 года. Корабль «Орион», объятый стеной ионизированной плазмы, несется сквозь атмосферу Земли на скорости 24 661 мили в час. Это Мах-33. Это в 33 раза быстрее скорости звука. И никто, ни один человек на планете, не знает, выживут ли 4 людей внутри. Добро пожаловать за грань реальности. Вы на канале «Атмосфера и жизнь». Это третья и финальная часть нашего расследования. Сегодня мы разберем буквально по секундам самый опасный этап миссии. Вскроем, зачем Китай и НАСА ведут тайную гонку за обратную сторону Луны. И покажем мегапроекты, которые изменят Солнечную систему навсегда. Усаживайтесь, мы начинаем. В первых 2 частях мы прошли половину этого пути. Мы говорили о гравитационной аномалии над обратной стороной Луны, о 54 минутах полной изоляции от человечества, о радиации, которая прошивает тело насквозь и бьет в сетчатку глаза даже при закрытых веках. Если вы еще не смотрели, ссылка в описании. Но сегодня финал, и он самый мощный. Позвольте напомнить масштаб. Артемис-2 – первый пилотируемый полет к Луне за 53 года. 4 людей. Командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, астронавты Кристина Кох и Джереми Хансон. 10 дней. 1 корабль. 694 481 миля суммарного пути. И теперь финальный экзамен. Самый опасный этап любой лунной миссии – возвращение домой. Апрель 2026 года. После 10 дней в абсолютной пустоте Орион несется к Земле. Компьютеры просчитывают траекторию каждую миллисекунду. Одна ошибка – и все. Но НАСА кое-что изменило. Помните, как во время беспилотной Артемис один теплозащитный экран получил неожиданные повреждения? Куски аблитивного покрытия буквально откалывались под воздействием плазмы. Для людей рисковать было нельзя. Инженеры изменили траекторию. Более крутая дуга вместо пологого захода. Путь через плазму сократился с 3000 до 1700 морских миль. Но цена – еще более интенсивный тепловой удар в первые секунды. На высоте 400 тысяч футов Орион врезается в верхние слои атмосферы. Его скорость – 24 661 миля в час. Это Мах-33, в 33 раза быстрее скорости звука. До абсолютного рекорда Аполло-10 в 1969 году всего 130 миль в час. Они были вторыми быстрейшими людьми в истории. Через 24 секунды после входа началось то, к чему невозможно подготовиться психологически. Молекулы воздуха не успевают расступиться. Они сжимаются перед теплозащитным экраном и разогреваются до 2760 градусов Цельсия. Вокруг капсулы вспыхивает кокон из ионизированной плазмы. Это не огонь, это 4-е состояние вещества, и он полностью обрывает связь с Землей. В центре управления полетами в Хьюстоне 300 инженеров замерли. Все 20 мониторов показывают одно слово – нет сигнала. Директор полета стоит неподвижно, часы на стене тикают. Если щит не выдержит, они узнают об этом только потому, что сигнал больше никогда не появится. 6 минут, одна за другой. На отметке 6 минут 55 секунд диспетчер Джеки Махафи произносит в пустой эфир: Integrity Хьюстон. Проверка связи после блэкаута. Секунды растягиваются. А потом из динамиков, сквозь треск помех, спокойный, усталый голос командира. Хьюстон, Integrity, слышим вас громко и четко.
Зал взрывается. 300 человек вскакивают с мест. За 13,5 минут скорость Ориона упала с 24 тысяч миль в час до 19 миль в час. 11 гигантских парашютов раскрылись в идеальной последовательности. В 19:07 по центральному времени капсула с глухим плеском вошла в воды Тихого океана у берегов Сан-Диего. Мы в положении Stable-1. 4 зеленых члена экипажа. Зеленых – это не цвет скафандра, это медицинский жаргон. Все показатели в норме, экипаж жив и здоров. Stable-1. Капсула качается вертикально. 5 гелиевых баллонов удержали ее от переворота. Но финал был не таким идеальным. Сразу после приводнения начались технические сбои связи. Радиомаяк САР и спутниковый телефон работали в одностороннем режиме. Хьюстон слышал астронавтов, но астронавты не слышали Хьюстон. Эта микроизоляция уже на Земле добавила нервозности после 6 минут настоящей изоляции в плазме. К кораблю подошли спецподразделения ВМСС ША. Экипаж провел 10 суток в невесомости. Мышцы ослабели. Вестибулярный аппарат дезориентирован. Резкий выход в гравитацию мог вызвать обморок. Флот надул огромный плот. Переднее крыльцо. Фронт-порч. Каждый астронавт выходил по очереди, дышал морским воздухом, привыкал к небу, а лебедки вертолетов поднимали их на борт USS Джон П. Мурта. Для большинства людей Луна – это красивая деталь ночного неба. Но пилот Виктор Гловер после возвращения сказал кое-что важное. Луна – это не просто постер в небе, это реальное место. Мы думали, что изучили Луну. Программа «Аполлон» привезла 382 килограмма лунного грунта, 6 высадок, но все 6 на видимой стороне. Строить модель всей Луны на основе этих данных все равно, что высадиться в пустыне Сахара и заявить: вся планета Земля состоит из песка. Обратная сторона – совершенно другой мир. Кора толще на десятки километров. Под ней загадочная масса древнего астероида, деформирующее гравитационное поле. Там спят вулканы с тепловыми аномалиями. Китай уже начал. 2019 год. Чанэ-4. Первая посадка. 2024 год. Чанэ-6. Первый грунт с обратной стороны в истории. Почему все рвутся именно туда? Ответ в одном слове. Радиотишина. Наша Земля — это радиохаос. Каждая вышка, каждый роутер, каждый радар создают непрерывный электромагнитный шум. Ученые пытаются слушать шепот Вселенной в зале, где одновременно кричат 7 миллиардов человек. 3400 километров твердого лунного камня навечно отделяют обратную сторону от Земли. Это природный экран без единого провода. Самое электромагнитно тихое место во всей внутренней Солнечной системе. В этой тишине мы сможем услышать эхо первого звука Вселенной. Сигнал из-за горизонта времени из первых мгновений после Большого взрыва. Артемис-2 – это не просто слетать и посмотреть. Администратор НАСА Билл Нельсон заявил прямо: «Мы возвращаемся на Луну, и на этот раз, чтобы остаться». За 48 часов до старта Артемис-2 подписано соглашение с итальянским космическим агентством о жилом модуле на поверхности Луны. Первый мегапроект – водяной лед на полюсах. В вечной тени кратеров Южного полюса, залежи льда, застывшего миллиарды лет назад. Эта вода станет источником жизни. Но главное – расщепляя ее на водород и кислород, мы получаем ракетное топливо. Луна превращается в межпланетную заправочную станцию для кораблей к Марсу. Второй мегапроект – 3D-печать из реголита. Лунный грунт содержит оксид алюминия и кремний. Специальные принтеры, используя микроволновое спекание, печатают несущие конструкции прямо на Луне. Каждый килограмм с Земли стоит $1000. Каждый килограмм, напечатанный на месте – колоссальная экономия.
Третий мегапроект – лунный радиотелескоп. Проект Lucia Night уже прошел отбор НАСА. Первый прототип на обратной стороне. Если он докажет концепцию, следующий шаг – антенный массив размером с кратер, способный принимать сигналы из первых секунд существования Вселенной. Но за красивыми рендерами скрывается жестокая реальность. Радиация на поверхности Луны в 200 раз выше допустимой нормы. Температурный перепад от плюс 130 до минус 170 градусов. Лунный реголит, острый как стекло, забивает любые механизмы. Первый человек на Луне в рамках Артемис-3 окажется в условиях, для которых нет ни одного прецедента выживания дольше нескольких дней. Когда 4 астронавтов доставили на авиабазу Эллингтон в Хьюстоне, мир увидел людей, у которых была сломана и перестроена карта реальности. Этот феномен называют эффектом обзора. Физически ощутимый сдвиг, границы стран исчезают, конфликты выглядят абсурдно, планета кажется невероятно хрупкой. Джереми Хансон произнес слова, от которых пробегают мурашки. Когда вы смотрите на нас, вы смотрите не на нас. Мы — лишь зеркало, отражающее вас. И если вам нравится то, что вы видите, загляните глубже. Это вы. Кристина Кох добавила образ, который невозможно забыть. Земля была просто спасательной шлюпкой, нетронуто висящей во Вселенной. Вы все здесь, планета Земля, вы и есть экипаж. Виктор Гловер, глядя на Землю из иллюминатора. Вся эта пустота. Вселенная — это куча ничего. И среди этого у нас есть оазис. Прекрасное место, где мы существуем вместе. Мы в любой момент можем заиграться в наши мегапроекты и войны. Забыть, что мы летим на одном крошечном корабле. Что мы — один экипаж. Артемис-2 напомнила нам кое-что важнее любой технологии. Мы все еще способны смотреть вверх. 53 года мы смотрели на Луну, как на закрытую дверь. Артемис-2 вставила ключ. Артемис-3 откроет ее. И то, что окажется за ней, изменит не только космонавтику. Это изменит то, как человечество понимает само себя. Как вы думаете, человечество построит постоянную базу на Луне? Ради науки или ради ресурсов? Это две принципиально разные дороги цивилизации. Напишите в комментариях, я читаю каждый. Если это расследование заставило вас посмотреть на ночное небо иначе, поддержите канал «Атмосфера и жизнь». Лайк, подписка, колокольчик. Впереди разборы мегапроектов ИИ и тайн Вселенной. Будущее наступает сегодня. До встречи за гранью реальности.